Добрый день, мои любимые леди. Меня зовут Луна. Рада вас приветствовать на своем канале Таро и Леди. Сегодня мы сделаем онлайн-гадание, расклад Таро. Продолжим наши 3 расклада. Первый у нас был отношения мужчины, 3 варианта. Второй, они уже есть на канале, мои отношения с подругой, 3 варианта. И добрались до расклада мои отношения с коллегой по работе. Тут может быть и мужчина загаданный, и женщина. То есть, если это о подруге, то посмотрите расклад на канале у меня о подруге, а тут именно коллега. Да? Посмотрим мысли коллеги, да, по отношению к вам, его действия, ее действия, и его истинные отношения с вами. Или по работе, или партнер, то есть то, что связано с работой. Будет 3 варианта людей. Можно загадать все 3 разные, можно выбрать кого-то одного. Итак, приступим к нашему раскладу. Мои отношения с коллегой на работе. Итак, что ее мысли по отношению к вам? Первый вариант. Второй вариант, его мысли по отношению к вам. И третий вариант. Можно остановить видео, подумать, загадать людей, коллег. И потом включить и посмотреть расклад. Так. Ой, как карты хотят говорить про ваших коллег. Его действия по отношению к вам. Так, смотрим первый вариант. Его действия, ее действия по отношению к вам. Смотрим второй вариант. Ее отношения, действия к вам. Смотрим третий вариант, ее отношения, его отношения, действия к вам. По отношению, действия по отношению к вам. И теперь смотрим ее именно отношения, как она или он относится к вам реально. То, что вот именно в голове по отношениям. Не то, что показывает, да, не действия, а реальные отношения к вам. И третий вариант. Так, сегодня у нас коррекции не будет, да, сегодня у нас такая чисто ознакомительный расклад. Если нужна коррекция какая-то, то в остальных моих видео коррекция есть. Найдите необходимое вам видео, найдите свою ситуацию и смотрите коррекцию. Первый вариант. Ее мысли по отношению к вам. Но смотрите, первая карта говорит о том, что по отношению к вам мысли у нее очень разные. Да? Притом вы как-то в его жизни выскакиваете из разных участков, из разных этих, и по-разному она в разных ситуациях о вас мыслит, но в основном пытается как-то, ей, скажем так, не сильно в восторге она от того, что вы со всех сторон. То есть мысли вы ей кажется внезапной и непонятной, да, к чему это все. Также периодически она вам показывает, или он зубки, да, показывает своего истинного дракона, выпускает, и вам в этой ситуации, не очень хорошо, мягко говоря. И также какие-то агрессивные мысли у нее по отношению к вам. Ей хочется какой-то справедливо наказать вас или несправедливо, а просто вас там подставить, наказать, что-то с вами сделать такое вот неприятное, скажем так.
Так, хорошо. А какие же действия? Мысли – это мысли. Давайте посмотрим действия. Ну, смотрите, по действиям у нас выходит, что она почему-то смотрит на какие-то перспективы. Возможно, это перспектива занять ваше место. И также она очень внимательно следит за вашим, или он следит за вашим доходом или вашей зарплатой. То есть ей кажется, что, ну, по карте мира, что это не совсем справедливо. Да, то, что ей кажется, что как-то все вот считают вас лучше, а на самом деле это не совсем так, ей кажется. То есть она не видит в этом справедливости. Такой вот человек, такие у нее действия, да, то есть она где-то даже пытается указать на то, что у вас не соответствует зарплата, что вы не можете не так, как хотелось бы, или она лучше выполняет свои должностные обязанности, или он. Расклад общий, сами понимаете. Ее истинное отношение к вам. Ну, она бы хотела, чтобы вы ушли. Вот она много эмоций выражает на то, чтобы вы ушли, и даже делает какие-то действия. Чтобы вам было некомфортно, чтобы вы двигались куда-то с этой работы. Вот такой коварный коллега. Смотрим второго коллегу. Ее мысли в отношении к вам. Ну, тут интересно. С одной стороны, она настроена враждебно к вам. А почему враждебно? Потому что то ли вы занимаете должность точно такую же, как она, то ли делаете работу очень сходную с вашей. То есть она видит в вас отражение себя. То ли вы внешне ей конкурент. В чем-то видит она в вас конкурента, и потому она или он враждебно настроен, то есть ему не нравится то, что то ли вы можете его постоянно заменить. Вот это ее истинные мысли. И с другой стороны, она говорит о том, ну, мысли ее о том, что она могла бы сделать все лучше, да, у нее больше знаний, больше возможностей, больше терпения, больше знаний, опять же, да, то есть она лучше, считает себя лучше во всех отношениях с вами. Или вас сравнивают постоянно, ее это бесит, или вы ее заменяете, не знаю, там посменно, или вы делаете какую-то общую работу, и она считает, что она ее делает гораздо лучше, что она больше профессионал. Какие действия в отношении к вам она предпринимает? Ну, смотрите, действия достаточно враждебные, но не ярко выраженные, потому что это по... Ну, паж это не король, это не рыцарь, это не туз. Но действие враждебное. Также паж может говорить о том, что она чему-то у вас учится. И действие ее, она постоянно показывает, что на работе она сделала лучше, что она победитель, что она эту работу сделали, а не вы. Что если бы она делала эту работу, было бы лучше. То есть она все время выставляет себя, или он выставляет себя лучше по отношению к вам. То есть не по отношению к вам, по отношению к вашей работе, что она лучше. И также как-то жадничает она. То есть или она буквально там, не знаю, как-то зажимает вашу
зарплату, не знаю, помощь, которую она может оказать, какие-то то, что ее часть работы, она старается ее не делать, чтобы вам больше досталось. То есть вот жадные действия и есть ее истинное отношение к вам. Ну, карты говорят о том, что, возможно, когда-то были отношения хорошие, но они сейчас полностью разрушены. Они полностью разрушены, она стоит перед выбором, да, как дальше поступить. То есть вот были неплохие отношения в каком-то общем помещении, было и весело, и смешно, но сейчас и помогала, возможно, вам, но сейчас отношения полностью разрушены по башне, то есть нету всего того, что было, и стоит какой-то выбор. Возможно, это даже стоит выбор, кого оставить на работе, или она все к этому приводит, да, чтобы выбор. Возможно, выбор повышения по службе, да, кого выбрать, вас или ее. То есть вот она это так чувствует, что выбирают, возможно, это коллеги более уважают ее или вас. То есть она постоянно, ее смущает тот выбор, что, возможно, выбирают вас, да, это ее очень-очень угнетает. Возможно, это вообще ее выбор, как дальше с вами вести, да, то есть или опять хорошие отношения, или башня. Так, это у нас третья коллега. Ой, вторая коллега. Теперь смотрим третью коллегу. Ее мысли по отношению к вам. Давайте я все сразу выложу. Очень интересно, видно сразу. Ее мысли по отношению к вам. Ну, она видит вас яркую женщину, профессионала, счастливую женщину. Счастливую, может, по работе, может, по жизни. И ей очень хочется отрезать от вас кусочек торта. То есть она вас видит как лакомый торт. И ее мысли о том, как бы урвать у вас чего-то, чего-нибудь, чему-то научиться, чему-то зарплаты чуть урвать, дать вам чуть больше работы, чем у нее, должность вашу частично отнять. То есть она хочет от вашего превосходства над ней оторвать себе лакомый кусочек. И по этому поводу у нее куча мыслей, вариантов, как это сделать. Но карты нам сразу говорят, что для нее это очень опасный путь, и она может просто упасть, да, передвигаясь по вот этой вот тоненькой ниточке, она может просто разбиться. Все ее мысли, возможно, эта карта еще говорит о том, что она вас хочет еще загнать в такую ситуацию, чтобы вы были в рискованной ситуации. Но вот такая или такой ее действие. Ну, действие ее на самом деле, она вам очень льстит. Говорит, что вы великолепны, что она вами восхищается, восхищается, восхищается. Это те действия, которые она предпринимает. То есть она показывает все время свои восхищения вами. А ее истинное отношение к вам. Ну что, она ждет или вашего ухода, или сама хочет уйти, но после того, как вы будете максимально разбиты и будет полное обнуление этих отношений, этой работы, вашей перспективы, вашего вот такого состояния, да, королевы жезлов, королевы действия, вашего вот такого восхищенного состояния. То есть ее истинное отношение, чтобы или вы ушли, или она ушла, но она хочет, чтобы вы были разбиты. И обнуление этих отношений. Вот такой расклад у нас сегодня вышел на коллег.
Напоминаю, меня зовут Луна. Подписывайтесь, лайкайте. Хорошего дня, безумно хорошей ночи. Ваша Луна, да будет так.